Если вы в определенный час ездите с дачи в город и из города на дачу, вы встречаете в поезде одних и тех же людей и непременно в одном и том же вагоне, скажем, во втором с конца. И если это повторяется изо дня в день и каждое лето, а вы человек наблюдательный, вы обязательно заметите, что веснущатая рыженькая девочка, при которой прежде неотступно и ревниво находилась бабушка, превратилась в прелестную золотоволосую девушку. И теперь вместо бабушки при ней ревниво и неотступно находятся два студента. И мужчина, сменивший защитного цвета китель на чесучевый пиджак, а чесуча, как вам известно, носится очень долго, успел посидеть. Но седина ему определенно к лицу, и он даже стал похож, как две капли воды, на одного садовода-любителя, чей портрет недавно был в журнале. А может быть, это тот самый любитель и есть. И женщина, которая с годами ничуть не меняется, все так же делает замечания пассажирам и кого-нибудь учит, все равно чему. Как воспитывать детей, как ловить мышей или чем проще всего лечить язву желудка. О каждом можно бы рассказать какую-нибудь маленькую историю, и вполне возможно, что она совпала бы с действительностью. Вот, например, это было несколько лет тому назад. В вагон вошли... Или нет? Лучше сказать, в вагон влетел самый лучезарный молодой месяц май. Девушка и юноша. Он почти внес ее на руках, хотя в этом не было никакой необходимости, потому что она была здоровая и крепкая девушка, и, как говорят няньки, ходила ножками уже, наверное, лет 19. И все-таки он почти внес ее. Он охранял ее от возможных толчков. Он держал в руках ее чемоданчик, пальто и какой-то нескладный сверток, из которого, прорвав бумагу, торчал высокий каблук. Она смотрела на него смущенно-ласковым взглядом и говорила: «Сеня, ведь тебе тяжело. В чемодане книги, 4 тома большой папиной энциклопедии». В ответ он улыбался ей такой откровенно блаженной улыбкой, что пассажиры не то от смущения, не то от зависти отводили глаза в сторону. Он улыбался и говорил: «Книги? Большая энциклопедия? Это пустяки. Не беспокойся, Таня, мне совершенно не тяжело. Это абсолютно ничего не весит». И всем было понятно, что для него самое главное и самое важное в жизни – Таня, а большая энциклопедия – просто невесомый пустяк и больше ничего. Он зорко смотрел по сторонам, ища свободного местечка, чтобы усадить ее. А когда места так и не нашлось, он согнул руку кренделем, чтобы она могла на нее опереться. Наверное, если бы она пожелала, он не только изобразил бы из себя крендель, но, как говорится, разбился бы в лепешку у нее на глазах, чтобы показать, как велика его любовь и на какие жертвы он для нее способен. А Таня была простая, милая, с русой косой. Она не требовала никаких жертв и время от времени переспрашивала его тихо и тоненько: «Сеня, ты не устал?» Он гордо усмехался, давая понять, что он готов взвалить себе на плечи всю вселенную при условии, что точкой опоры будет ее любовь к нему. Так они и ездили целое лето, и даже когда погода стала пасмурная, от них распространялось солнечное сияние. Некоторые пассажиры, и мы в том числе, строили догадки. Молодожены? Нет, скорее всего, жених и невеста. И даже не жених и невеста, а вот именно влюбленные. Влюбленные, у которых впереди нерастраченный, пока еще неприкосновенный запас драгоценно нежных слов, глубоких взглядов, поцелуев. На следующее лето они не ездили во втором вагоне с конца. Может быть, они ездили во втором вагоне сначала? Когда мы видели высокого парня с худощавым лицом, зачесанными назад волосами, мы говорили: «Вон Сеня!» и ошибались.
Таких парней, оказывается, было много. Девушки с русыми косами попадались тоже довольно часто, но среди них не было Тани. Прошло еще лето, и мы уже не вспоминали о них. В конце концов, они были для нас только пассажирами, пусть завидно счастливыми, красивыми и молодыми, но всего лишь случайными вагонными спутниками. И вот совсем недавно мы снова увидели их. Стоял на редкость жаркий осенний день. Говорливая пассажирка, которая исключительно ловко умела ловить мышей и чрезвычайно просто излечивала язву желудка, громко рассказывала всем желающим слушать, что подобной жары не наблюдалось в течение ближайшего отрезка времени в 98 лет. Пригородный поезд отправлялся через 3 минуты. И вот мы увидели их и сразу узнали. Несмотря на то, что она подобрала свою русую косу в пучок на затылке, а он растолстел почти вдвое. Она, мы тут же вспомнили, что ее зовут Таней, бежала по перрону. В одной руке у нее была битком набитая клетчатая сумка, в другой — старый знакомый чемоданчик. Через плечо висел плащ, под мышкой был зажат зонтик. Одно из двух — либо плащ, либо зонтик. Зачем же то и другое? Позади не слишком торопливо шагал он. Его звали Сеней, мы тоже это вспомнили. И доедал мороженое. Белые липкие струйки текли у него по пальцам. Он держал руку на отлете, чтобы не закапать серые брюки. Когда они поравнялись с нашим вагоном и проходили под окном, мы услышали, как она сказала: «Сеня, может быть, ты возьмешь свой плащ?» Он солидно ответил: «Я еще не докушал мороженое, и потом у меня будут липкие руки». Он именно так и сказал про себя с уважением: «не докушал». Они вошли в вагон. Было только одно свободное место напротив нас. Он вдруг сделал страдальческое лицо. «У меня все-таки чертовски жмет башмак. Не хватает, чтобы я натер ногу. Если будет мозоль, то это по твоей милости». Пожалуй, даже те из пассажиров, которые уже перестали считать себя молодыми и привлекательными, даже они не рискнули бы распространяться вслух о своих мозолях, бородавках, о тех мелких гадостях, которые либо выводят, либо скрывают. Но Сеня, очевидно, был недоволен и хотел, чтобы это видела Таня. Может быть, это она купила ему тесные башмаки или уговорила ехать на дачу, когда у него были другие планы. Ясно было одно: Сеня недоволен, а Таня в чем-то перед ним виновата. Она сказала коротко: «Садись, вот же свободное место». Мы ждали, что будет. Незнакомые между собой, мы переглянулись. Неужели? Да, он сел. Уселся на это свободное место все с тем же страдальческим выражением лица. Наш седой спутник в чесучевом пиджаке сделал было движение, чтобы встать и уступить Тане место, но раздумал. Он, пожилой человек, будет стоять, а молодой Сеня будет сидеть? С какой стати? И все-таки ему не сиделось. Он предложил: «Давайте подвинемся немного». И мы потеснились как могли и усадили Таню на краешек скамьи. На это Сеня одобрительно сказал: «Вот и хорошо, и ты сидишь». Он уже доел свое мороженое. Она спросила: «Тебе дать платок вытереть руки?» Он сказал: «Давай». Ей пришлось повесить на стену клетчатую сумку, положить в сетку чемодан и зонтик, и уже тогда начать искать платок в карманах его плаща. А он сидел, растопырив сладкие пальцы, и ждал со скучающим и требовательным выражением лица, как человек, которого плохо обслуживают за его кровные деньги. «Вот, Сеня, возьми, пожалуйста», — сказала она, доставая платок из кармана. Он поглядел на платок и поморщился. «Ох, опять этот с голубой каемкой». Это значило, что он предпочел бы с красной или, куда ни шло, вовсе без каемки,
но только почему-то не с голубой. По-видимому, ей было совестно, что мы услышим разговор про каемку, поэтому она улыбнулась и сказала: «Да она совершенно слиняла, это голубенькая». «А все это потому, — произнес он поучительно, — что такие вещи нужно стирать дома, а не отдавать в прачечную. Многие и работают, и детей имеют, и стирают преспокойно дома, и на все находят время, а у тебя какая-то неорганизованность». Наш седой спутник прищурился и сказал, обращаясь к авторитетной пассажирке, которая умела ловить мышей: «Как приятно, что есть такие организованные мужчины, у которых хватает времени и на работу, и на воспитание детей, и даже на стирку белья. Такому не грех поделиться опытом и со своей женой, и других поучить». «Ах, есть такие мужчины!» С опломбом воскликнула говорливая пассажирка, не разобравшись, кого имеет в виду наш седой спутник. «Вот, например, мой муж». И она 3 перегона от станции до станции рассказывала о том, как она успешно прививала своему мужу женские навыки по ведению хозяйства. «И если я умру, — сказала она и засмеялась, как будто ее предположение было курьезным или несбыточным, — и если я умру, он у меня не будет чувствовать себя беспомощным лицом к лицу с оторванной пуговицей». Молодые супруги молчали. Потом они стали собираться. Сеня потянулся к сетке за чемоданом. Говорливая пассажирка посмотрела на нас выразительно. Ее взгляд означал: «Берусь в кратчайший срок перевоспитать кого угодно». «Осторожно, Сенечка!» — предупредительно сказала Таня. «В чемодане баночка со сметаной». Ну тогда я не знаю, где там у нее верх, где низ. Бери и неси сама». Он взял свой плащ и перекинул его через плечо. «Может быть, ты прихватишь и зонтик?» — спросила Таня. Он пожал плечами. «Плащ и зонтик? Смешно, не хватает скафандра». И пошел к выходу. А мы остались в вагоне. И когда поезд тронулся, мы уже не терялись в догадках, кто они. Все было ясно: муж и жена. Люди, только знакомые, никогда не бывают так безжалостно равнодушны друг к другу, как некоторые супруги, на которых, по правде говоря, противно смотреть. Противно потому, что представляешь себе их жизнь, их дни и ночи без радости, без любви, с одной необходимостью — жить вместе. Но ведь так бывает с людьми, за долгие годы растерявшими как разотеи и дружбу, и любовь. А эти были еще совсем молодые, и им полагалось не терять, а как раз наоборот, накапливать и приумножать всякое добро, и в первую очередь лучшие чувства. Почему он так переменился к ней? Она такая же милая, хорошенькая и простая, и еще вдобавок заботливая, и самое главное, любящая, это сразу видно. А он ни разу не сказал ей «пожалуйста» или «спасибо», хотя бы за платок с голубой каемкой, и ни разу не назвал ее по имени. Он сидел, а она стояла рядом. Он вышел первый и не потрудился подать ей руку. Нет, он даже не оглянулся и не поинтересовался, как она там навьюченная вылезает из вагона. «И вообще, он вел себя, как свинья», — сурово сказал наш седой спутник. «А потому что она его избаловала», — убежденно воскликнула авторитетная пассажирка. «Она его любит и не скрывает свою любовь, а вашего брата баловать нельзя ни в коем случае». И тут все ближайшие соседи по вагону заговорили про вашего брата и про нашу сестру, и про то, надо ли скрывать любовь, или наоборот, нужно скрывать свой дурной характер, изъяны в воспитании и тот самый пережиток, который с незапамятных времен называется хамством. И все говорили и говорили до конечной остановки на эту тему. «А я вот что предлагаю», —
азартно воскликнул наш седой спутник. «Если они завтра поедут в нашем вагоне, непременно возобновим этот разговор. Только деликатно, не будем называть имен. Пусть послушают». «В самом деле, пусть послушают. Мы будем говорить искренне и по возможности красноречиво о том, как Сеня, или нет, не Сеня, а какой-то человек без имени, просто он, но с внешностью Сени, очень нравился всем нам, как он был хорош, когда оберегал свою любимую, и когда он был готов ради нее взвалить себе на плечи вселенную, и как глупо, смешно и скверно он выглядел в последний раз. «Знаете что?» — вдруг сказал наш седой спутник. «У него все-таки есть что-то хорошее в лице, у этого Сени. Конечно, он выслушает нас с высокомерным выражением и сделает вид, что это его совершенно не касается, а потом он поймет, уверяю вас, поймет, и ему снова захочется стать таким, каким он нравился всем нам и каким полюбила его она, Таня, его собственная жена». Наверное, наш седой спутник был хорошим человеком, и уж, конечно, он любил людей и был оптимистом. А это лучшие качества у спутника даже на короткой дистанции.